Вітаю вас у своєму саду. Постійних та нових глядачів. Ви потрапили в сад під Київ. До мене у гості. Сегодня мы посмотрим мои метельчатые гортензии. Сезон цветения 2024 объявляется открытым. Посмотрим мои штамбы, мои кустовые формы, и вы сможете посравнивать, как выглядит какой сорт, определиться для себя, может быть, что-то выбрать. Отвечу на некоторые ваши вопросы. Будет красиво и интересно. Идемте. Предлагаю начать вот именно с этого места, где я вас встречала. Это моя гортензия Skyfall. Мой черенок, который был кустиком 2 года, а потом превратился вот в такой штамп. Как я это сделала? У меня есть видео. Я отделила 3 цветущих кустика. Как размножать гортензию большими цветущими кустами. Посмотрите обязательно видео, будет интересно. А вот так выглядит штамп в этом году. В прошлом он еще был кустовой формой. К сожалению, я ей поставила маленькую такую опору. Пришлось ее связать кембриком. Вот она зеленым связана. Потому что очень раскидистый и непрочно стоящий штамп получился. Будем забивать палку, потому что, видите, он как одуванчик по ветру колышется. Гортензия Skyfall, вы знаете, у нее гиацинтовые цветочки. Вначале, видите, цвет немного лаймовый, но это не лайм-лайт. Удлиненные лепесточки. Гортензия среднерослая, но штамп, конечно, будет выше. Мы же на штамп поднимаем высоту гортензии. Гортензия нравится. А на заднем плане фантом, малыш. В прошлом году это была веточка. Я рассказывала, как из нее можно сформировать штамп. Кто-то понял, кто-то не очень. Было всем много вопросов. Ну, сейчас мы посмотрим, вот нарастает его соцветие. Кстати, сейчас подойдем к фантому кусту. В прошлом году я купила маленький кустик отличного качества. Сама не знаю зачем, я вам рассказывала. Шикарный посадочный материал и для черенкования. Там веточки в этом сезоне у меня с карандаш толщиной уже на 2-й сезон. Из него отличные черенки получатся. Ну а про эту штамбовую гортензию что хочу сказать. У нас стоит неимоверная жара, и мы проложили к ней вот такой капельный полив. Это слепая трубка, то есть без отверстий. И тут зафиксирована форсунка. Форсунка регулируется, то есть мы можем больше-меньше подавать напор. Когда жарко, не жарко. Почему? Вообще-то у меня метельчатые гортензии все на капельном поливе. А это растет на газоне. И я бегала пчелкой по саду, смотрю, поникли соцветия. Пришлось подключать сюда определенно к ней капельный полив. Ну, а вот это Skyfall, там просто трубка капельная лежит. Красивые штамбы обязательно сажайте в саду. И лучше делайте их сами. Во-первых, дешевле, а во-вторых, вы сделаете из какой гортензии захотите себе штамп. Ну, а сейчас мы пойдем, знаете, куда? Покажу вам 2-й штамп фантома своего. И тот кустик, что я взяла. И тот кустик, который я купила в прошлом году. Вот он мой фантом 2-й. Мне кажется, он даже и толще штамп. И соцветия у него больше. Тут он тоже у меня связанный. Потому что у фантома очень большие
Просто огромные соцветия. Вот так даже видно, какой большой. За лилией спрашивали, сделаю видео, обзор. Это лилия Pink Planet, розовая планета. Кому интересно, раньше видео обзора. Ну, вот этот штамп, смотрите, какая у него уже нога. По толщине с арматурой 8. Тоже капельный полив. Фантом. У фантома рыхлые немножко будут соцветия, и они очень красивые, мультиколорные, просто переливаются. У меня есть видео, обзор сорта гортензии Фантом. Посмотрите. Ну, а вот этот куст просто невероятных размеров. Мало того, что он мне по грудь по высоте, так у него очень толстые побеги. И посмотрите, какого размера соцветия. Сейчас я приложу руку, и вы посмотрите. Или даже поставлю на штатив и присяду рядом, чтобы вы видели, какой кустик. И возьму карандаш, покажу вам толщину веточек. В прошлом году были, я купила его осенью уже, когда хвойные покупала. Не знаю зачем, просто посадочный материал импортный был, и захотелось мне еще одного фантома импортного. Ну и по соцветиям видно, что они крупнее, мощнее и лучше. И вот ответ вам на вопрос, почему у кустика тоненькие веточки, все тоненькое, не цветет. Потому что изначально надо в питомнике или где вы покупаете, выбирать куст правильный. Не там, где много очень таких тоненьких ажурных веточек, пусть даже и с цветами. А надо выбирать, где 2-3 идут из самой земли, не разветвляется сама веточка, а именно от земли, из корня, из спящих веточек, базальные побеги. И тогда они будут толстые и крепкие. Не надо гнаться за большим количеством их. Ищите такие кусты. Сейчас покажу, какой куст. Я присяду рядом. Ну, вот так вот, чтобы было понятно, как он выглядит. Так, тут осторожно, у меня насажены мои крупнолистные гортензии. И вот этот куст фантома. Смотрите, какое соцветие по сравнению с рукой. И это только начало. Это только часть соцветия. А вторая часть еще даже не наросла, не расцвела. Ну, по сравнению с моим пальцем, какие веточки. А вообще очень хорошие ветки и из самой земли у него растут. У меня тут даже этикеточка сохранилась его. Фантом вообще очень крупный, раскидистый, такой куст мощный. Поэтому я его тут высадила на углу. Как раз он будет у меня акцентным таким местом. Приковывать внимание. Зеленый с белым. У меня вся эта зона зелено-белая, как вы знаете, как вы видели. И поэтому фантом мне сюда как раз пригодился. А это розочка Гёте. Красивая цветет. Ну что, идемте дальше. Посмотрим. Сходила, взяла карандаш, чтобы показать вам толщину стебля, который вырос в этом году. Ой, смотрите, карандаш и ствол даже толще, чем карандаш. Вот такой посадочный материал. Посмотрели мой фантом, большой и красивый. А вот вам хотела показать небольшой кустик. Это гортензия полярный медведь, которую я сюда пересадила весной малюсеньким кустиком. И она потенциально, это мой черенок, прошлой зимой. Отличные получились кустики возле теплицы. Я когда надо мне беру, рассаживаю. И вот сюда тут росла рододендрон мой рос, которому что-то не понравилось. И теперь будет расти гортензия на штамбе.
Вы спросите, почему на штамбе? Потому что из этого кустика я буду делать штамп. Смотрите, появилась мощная, ровная, красивая ветка. Смотрим, что у нее тут происходит внизу. А внизу именно от корня, вот эта центральная, у нас пошла веточка. Это происходит обычно на второй, реже на третий год. Ее я буду оставлять, присыпать холмиком и впоследствии откапывать вот эти кустики, которые сейчас. Я это сделаю прямо, может быть, сегодня вечерком прикопаю, чтобы уже нарастали. И будет новый штамп. Походите, посмотрите по саду. Если у вас по центру выросла большая красивая ветка, из нее сделайте штамп. Буду делать штамп, потому что пенисетум и на заднем плане минджулеп будут прикрывать как раз ноги, а она будет возвышаться. Будет красиво. Так, идемте покажу штамп из 3 большущих веток. Я думаю, вы уже догадались, что это Фрейс Мельба. Мой Magical Sweet Summer не очень, конечно, презентабельный, поэтому мы сейчас пойдем вон туда, к моей Фрейс Мельба. А тут я хочу сказать, что восстановился. После заморозков восстановился, но сам штамп асимметричный. Вы видите, на переднем плане маленькие соцветия такие, которые более были повреждены морозом. А на заднем плане как-то вымахали более длинные ветки. Ну, спасибо и за такое цветение. Как-то она не больше штамбом, а однобоким кустом даже стала. Ну, я ее поправлю формировкой уже, правда, следующей весной, потому что осенью я обрезаю только соцветия у гортензий. Это штамп Magical Sweet Summer. Такая красивая зона входная. Я вам показывала, какие тут гортензии. Это Vanilla Fraise, 2 куста с одной стороны и с другой стороны. Еще на полуроспуске. Вот вы можете судить по общему плану, какие гортензии расцветают раньше, какие позже. Vanilla Fraise получается не из ранних, девочка. А вот это гортензия Silver Dollar. Такая же интересная обрезка. Вы спрашивали, как у вас кусты двухъярусные получается. Первый ярус это непосредственно куст, а второй на одной ножке. Вот на одной ножке. Такое деревце я поднимаю. Тут я посмотрю, буду ли я вырезать куст, потому что он как бы уже большой и слишком такой красивый получается. А с другой стороны у нас аналогичный куст Silver Dollar, но помните, как много побегов? Вот еще я попропускала. А нет, это наши нарастают. Помните, что обрезали ветки? Думаю, пропустила. Вот они уже какие. Это уже побеги как бы следующего яруса. Если они успеют процвести, нарасти, будет чудесно. А вот это соцветия, которые будут цвести. Тут осталось их 6, 7 или 8 соцветий. Интересное дело. Не смогла я выбросить те, что обрезала. Просто взяла, пообламывала. Их, конечно, около 100 там было. Накрыла горшком под капельную трубку. Если не забуду, покажу, что там из них получилось. Просто какое-то фантастическое преображение. 100 маленьких кустиков гортензии Silver Dollar. Так и бывает, когда меньше с ними нянчишься, больше толку. Ну и плавно будем прогуливаться по этой зоне сада. Начинает цвести гортензия Пинки-Винки. Вы ее любите, знаете. Изначально у нее соцветия вот такие
белые, красивые, а потом они будут менять цвет постепенно. Это штамбовая гортензия, ей уже 4 года, и выглядит она вот так, уже почти на полном распуске. У нее и фертильные, и стерильные цветы. Будет красивая для штамба, мне кажется, одна из лучших форм. У нее не тяжелые соцветия, и они красиво смотрятся именно в штамбовой форме. Кустовой формы у меня ее нету. Вот еще 2 гортензии Vanilla Fraise, черенкованный, и также двойная обрезка ниже и выше. Я оставила одну ветку, и у нее много побегов. Все стоят с опорой. Опора труба и кольцо из круглой арматуры. Вот видно. Тут я не знаю, буду кусты удалять или нет, потому что мне нравится пока так. Ну и ваш любимчик, гортензия Limelight. На заднем фоне хупси и высокие лилии. Сорт не помню. Лилии, кстати, выше Limelight. Так, если смотреть. Limelight получается более средний распуск у него. Вот Vanilla Fraise еще почти не распустилась. Limelight уже лаймовый. Красивый, пышный. Соцветий я оставляю много, чтобы был шарообразный куст. У меня это уже дерево на штамбе. Толщину ствола сейчас я вам покажу. Вон такая толстенная нога. Соцветия лаймовые, большие, красивые, полуроспуски еще. И еще не дораспускалась она. Но лаймовый цвет постепенно будет уходить. Она будет более кремового цвета становиться. Чисто белоснежный Limelight не будет. Он в таких оттенках и будет фисташковых. Красивый куст, ровный. Ну а вот наша гортензия, всеми любимая Fraise Melba. 2 куста, посаженные зелеными черенками, 2-летними в сентябре 2021 года. В 2022 году выпустила достаточно много побегов, больших, красивых наросло. И при обрезке в прошлом году я решила сформировать из нее тройной штамп. Сейчас я поставлю на штатив, подойду, и вы посмотрите, какой высоты она в форме штамба. Она 2-й год. В прошлом году я решила посмотреть, выдержит ли такую высоту штамбовая эта гортензия и как будет выглядеть. Мне понравилось, и я решила оставить. Там 3 ветки, высокая у нее опора. Первый куст это просто куст, но у нее тоже мог бы получиться такой же штамп. А 2-й куст я просто увидела поздно и вырезала из 1-го куста. И вот у нее какие уже 3 ветки. Между собой они не сильно плотно сплетены, чтобы не терлись друг от друга. В качестве опора труба и круглое кольцо такое. Вот такая красотка. Тоже в полуроспуске. Гортензия будет бордовая, красивая. Просто невероятная по цвету. Ну вот тут вот я нахожусь между Деринкауза Сатоми, такими изогнутыми листиками красивыми, и гортензией Fraise Melba. Вот она, моя Fraise Melba. Как вам нравится? И это соцветия еще не дорасцветали, они только начинаются. Высота штамба, сейчас найду где, вот, мне по грудь. Отсюда начинается сам штамп. Это ветви, приросты этого года. Посмотрим, как она будет, когда бордовая, красивая будет.
Эта гортензия тоже легко черенкуется, как и полярный медведь. Вот такие большие деревья получаются всего за 2 года. Из обычных кустов. Получается, если бы мы оставили куст, он был бы вот такой. Вот это ветви кустовые. Что еще интересно у этой гортензии, я постепенно присыпаю у основания и отделяю кусты. Уже 4 кустика отделила от этой гортензии цветущими кустами. То есть они укореняются. За год примерно укоренение происходит. И я откапываю. Для чего? Ну, секатором обрезаю саму ножку и с корнями. Корней не очень много, но кусты выживают отлично. Именно этой весной было еще 4 кустика откопано. И в том году, по-моему, парочку. Для чего я это делаю? Потому что мне кажется тяжело и штамп гортензии, и такое количество соцветий. Они не очень крупные, получается, их же много, тяжело кусту тянуть. И постепенно, наверное, я вот это все поубираю. Оставлю один тройной штамп, будет дерево. Сами ноги зафиксированы периодически кембриком, помимо опоры. Ну, потому что большой куст сильно, и мне кажется, тяжело все-таки такой высоты штамп держать. Вот такое дерево мое. Сделайте из Фрейс Мельба, обязательно сделайте дерево. Ну а вот лаймлайт какой высоты. Тоже, надо сказать, не маленькая. Если бы я оставила одну ножку где-то, получилось бы тоже огромная. Ну а сейчас идемте в другую зону, там, где мои полярные медведи. Пошли. Пошли медведей полярных смотреть. Сойдем с дорожки, мимо ванилы Фрейс, Сильвер Доллар. И вот тут у меня с той стороны пирамидалисов посажены в шахматном порядке ванила Фрейс и полярные медведи, гортензии. Очень огромные у них будут соцветия. Это первый куст мишки на заднем плане. Вот она, ванила Фрейс. Тут тоже я ветку поднимаю. Высота хорошая. И опять же ванила Фрейс и полярный медведь. Именно на этом кустике я вам в прошлом году описание сорта гортензии полярный медведь делала. Как мы видим, ванила Фрейс, ну, тоже будут большие соцветия по сравнению с рукой. Смотрите, уже какое соцветие на полураспуске. Покажу, когда распустится. Полярный медведь позже, видите, позже начинает формировать соцветия. Они у него фисташкового цвета, а потом будут белые. Помните, я вам рассказывала, как определить, какая гортензия так и останется белой, а какая поменяет цвет. Вот как раз тут мы и увидим. Полярный медведь будет белоснежный, а в начале фисташковый. Вот такой красивый. А вот эта гортензия Фрейс Мельба вторая. И она будет бордовая. Почему Фрейс Мельба? Потому что, помните, лепестки лодочки и зубчики по краю. Это не ванила Фрейс. У ванилы Фрейс, а вот сейчас я вам покажу. Вот это ванила Фрейс. Смотрите. Много меленьких, как 4-5 лепесточков, 4 в основном, кругленьких таких, как копеечки. Это ванила Фрейс. Ой, соцветия попадали тут у меня. Тяжелые уже. Надо подвязывать. Большущие будут. Сейчас сниму видео, подвяжу. А вот это Фрейс Мельба. Еще раз акцент такой сделаю, чтобы вы могли определиться в питомнике или если покупать где-то будете. Разница в гортензиях. Красиво сажать гортензии, я вам скажу, такими аллеями. Они и издалека смотрятся эффектно.
И каждый по себе. У меня тут разница где-то вот эти 1,20 м, а тут 1,5 метра между этими кустами. Будет очень красиво. Эффектный вид такой будет. Большущие кусты. Так, ну а сейчас пойдем другую мою аллею смотреть. Пока туда переходила, возле теплицы, решила показать вам на полном солнце. Это черенки прошлого года. Вот так вот выглядят черенки. И это полярный медведь. Смотрите. Тут у меня поливалка. Я вечерами, когда удается полить, со светом перебоем. У меня тут арбузы, дыни еще в ногах у них растут. И вот отсюда я по одному, по два кустика весной 3 откопала и сажаю куда надо. А сюда пересаживаю черенки, которые этой зимой черенковала, и они нарастают. Какое-то место тут волшебное получается, все хорошо растет. Вот это 2 года, вот этому кустику 2 года. Посмотрим, когда он цветет. Этот уже по пояс. Полярный медведь. Ну и тут арбузная поляна моя. Так, идемте в другое место. Вот отсюда хотела начать. Это гортензия Magical Fire, магический огонь. Фертильные в основном и стерильные цветы. Такая она рыхлая, ажурная, как мотыльковые гортензии, по-моему, называют такие сорта. Вот такая она большущая, посажена в 1-й год. Кустовая форма, стрижка обычная, цветет отлично. И вот эта аллея гортензий. Сейчас пройдем по каждой, я вам покажу. Тут тоже солнце, но после 4, после 3 немножко тень попадает. Получается, эта вся аллея в ажурной тени у меня растет. Вот эту аллею я высаживала частично молодые кусты, частично одни из самых первых из них брала посадочный материал. Вот это полярный медведь, один из тех кустиков, что 2 года назад был приобретен отличным посадочным материалом. Будет кустовая форма. Видите, еще он тоже не распустился. Это гортензия Vanilla Fraise, молоденький кустик. Черенок, это мой черенок. Следующее, это гортензия Phantom, но посадочный материал такого средне хорошего качества. Но, кстати, мои штамбы вот именно с этого куста. Получается, нет значения особого для создания штамбов, откуда берутся череночки. Будет большой красивый куст, но соцветия мельче из-за того, что, во-первых, их много, и из-за того, что посадочный материал, как я сказала, не такой хороший. Что значит хороший? Хороший – это значит никаких примесей в селекции никогда не было. Это полярный медведь. Тоже зеленые соцветия, но изначально был куплен просто на рынке. Обычный кустик полярного медведя. Довольно большие, красивые соцветия, но не такие эффектные, как у импортного. Буду продвигаться уже без штатива, потому что оператора у меня нету, приходится самой это снимать. Будет очень эффектная аллея гортензий на фоне зеленых туй. Тут у меня туи колумны и смарагды. Кстати, не забывайте обрабатывать именно сейчас от клеща, что сегодня вечером я собираюсь сделать. Сейчас жарко, и хвойные могут поражаться паутинным клещом. Полива мало по кроне. Паутинный клещ боится влаги. Так, это Phantom. Это гортензия полярный медведь. Как я отличаю? Ну, я уже научилась отличать. Но Phantom более рыхлые соцветия, видите? А полярный медведь еще фисташковые, более плотные. И только-только
открывает соцветие. Дальше гортензия Skyfall. Именно с нее я брала черенок для того штамба возле лавочки. И не скажешь, да? Куст как бы небольшой, не сильно такой впечатляющий, но это так. Я с него брала черенок. Все зависит от обрезки. Это еще один куст фантома. Тоже посажен одним из первых на участке. В прошлом году сюда посадила гортензию Vanilla Fraise. Череночек. Надеюсь, будет красиво, потому что у нас тут дорожка такая пошаговая сделана. И туда, к трассе капельного полива газона мы идем. Ну, а мы двигаемся дальше. Мимо елочки Aureus Plicata. Красавишный. Следующий кустик, я не помню, что я посадила, когда расцветет. Мы узнаем. По-моему, полярный мишка. Черенок. Дальше опять Vanilla Fraise. Или Fraise Melba еще. Лепесточки не распустились. Может быть, даже и Fraise Melba. Когда соцветия будут больше, будет ясно. Следующий кустик. По-моему, опять полярный мишка. Вижу зубчики. И вижу, что соцветия еще лаймовые. Следующая гортензия мотыльковая, по-моему. А нет, это вон та мотыльковая. Мегаминди. А это Fraise Melba. Тут уже явно видно лепесточки. Fraise Melba. Эти, которые маленькие, это уже я черенковала тут, все делала. Потому что столько много гортензий не накупишься, я вам скажу. Вот Мегаминди. У меня замульчировано. Шорох такой. Смотрите, у нее мотыльковые, фертильные и стерильные цветы. Соцветия мотыльковые, то есть много таких одиночных как бы цветочков. Покажу вам этот кустик ближе, когда расцветет. Еще на полуроспуске. Мегаминди. Доцветают мои первые лилии. Скоро уже махровые пойдут. Красота. Так, что это за сорт? Не помню. Узнаю по записям. Аллея. И вот куда я вас веду, это Вимс Ред, который обмерз с одной стороны. И видите, тут нет соцветий. А с другой вот такие соцветия. У Вимс Ред соцветия не пышные. Но издали, когда смотришь, я думала даже, что у меня пересорт какой-то, но нет. Большие стерильные цветы и маленькие фертильные, которые не дораспускаются и такими бусинками так и будут. Вначале у нее цвет белоснежный, а все гортензии, у которых вначале белоснежные соцветия, потом меняют цвет. Еще раз я вам говорила. Тут тройной штамп Света пытается тоже сделать, но мешает вот эта липа. Липу буду стричь, либо пересаживать осенью этот куст. Он обещает быть шикарным, большим, красивым, но ему тут, я вижу, мало места. Совершенно. Липа разрастается и мешает. Вимс Ред я вам еще раз покажу, когда он будет менять цвет. Вот такие красивые. Яркого конуса у них не выражено у соцветий. И сейчас быстро покажу у Мегаминди разницу. Это Вимс Ред, бордовые стволы. Коричневые, когда уже задревесневеют. И вот она Мегаминди. Меньше, и такие у нее и стерильные, и фертильные цветочки, более мелкие. И она еще не на распуске. Ну что, сейчас пойду покажу вам еще молодые штамбы. А вот еще гортензия. Это, знаете, Great Star гортензия.
мои гладиолусы, там гортензия Great Star. Пересадила ее сюда, мне кажется, на фоне пихты корейской ей будет лучше. Цветет как-то, будет цвести с одной стороны. Great Star это большая звезда. У нее должны быть большие очень цветы в соцветиях. А тут поудаляла были, видите, нарастают новые веточки. Были тоже много веточек у нее вместо соцветий. Обещала вам показать же, как у меня Silver Dollar. Сейчас идемте покажу. Так, вот тут в тенечке под черешней. У меня под ведерочками. Надо их полить, жара такая. Вот они уже, я думаю, что укорененные, потому что вы видите, какие они рослые. И так под ведерочками. Так, тут у меня даже не помню, что соломой прикрыто, чтобы тут солнце попадает. Полью их. Вот. Вот так вот ведерочками я их закрываю. И вот это все Silver Dollar. И тут. Ну тут что-то им привяли чуть-чуть. Сейчас полью. Так тут земля засохшая. Еще раз панорама вот этой аллеи будет просто шикарная, когда все порасцветает, тут поднимется в росте, распустится. Высота почти всех кустов уже по грудь. Вот этих. Так, ну а сейчас идемте штамбы покажу молодые. Вот мы пришли в это место, где дорожки у нас нету, только направление бордюрами задано. Но это не мешает мне высаживать вдоль будущей дорожки штамбы. Тут будет возле пихты корейской. С другой стороны мы зашли. Штамбы это полярные мишки. Тоже только набирают цвет. Штамбик тут веточка у меня была 50-55 сантиметров, 45. Но штамп будет отличный. И я посадила сюда между лавандой. Лаванду уже не знаю, куда рассаживать, куда убирать. Штамбы. Вон там мы только что ходили. Мегаминди смотрели. Гладиолусы мои. Те гортензии. И вот третий штамп между лилий. Лилии, наверное, надо высаживать куда-то в другое место отсюда. Так, и еще один штамп. Сюда пройдем. Вот тут получилось красиво. Смотрите, гипсофила Роберто Капуччи, который уже отцвел почти. Белые лилии. Хорошая зона такая получилась. Махровые лилии. Так, ну, я вас заговорила. Вот еще один штамбик. Тоже я формирую, чтобы получилось с этой стороны дорожки. И с той стороны у меня вон там виден фантом. Ну что, как вам мои гортензии? Сад просто превращается в белую снежную красоту. Что я вам хочу сказать? Хочу сказать, что задавайте свои вопросы. Я буду отвечать про гортензии метельчатые. Воюем с жарой. Сегодня, как я сказала, запланировала обработать свои хвойные от паутинного клеща. Потому что очень жарко. И он прямо бушует в садах. Скоро отцветут вот эти мои красивые лилии. Всего хорошего. Вам желаю хорошего дня. Сажайте гортензии, черенкуйте, делайте штамбы. Отвечу на некоторые ваши вопросы. Будет красиво и интересно. Идемте. Вадим, тебе надо в это время вот тут промелькнуть.